Привет, друг! В гробнице одного египетского фараона нашли 40 тысяч каменных ваз. Из гранита, диорита, обсидиана, материалов, которые сегодня обрабатывают только станками. Стенки толщиной с лист бумаги, внутренняя полость шире горлышка, идеальная симметрия до долей миллиметра. Современные скульпторы пробовали повторить хотя бы одну и не смогли. Сегодня таких историй 7. 7 технологий, которые были у древних и которых больше нет. Садись удобнее. Антикитерский механизм. Остров Антикитера, Греция. В 2024 году астрономы из Шотландского университета Глазго, обычно занимающиеся анализом гравитационных волн от столкновений черных дыр, применили свои методы к древнегреческому артефакту и расшифровали одну из его последних тайн. Этому артефакту 2 с лишним тысячи лет. Над его устройством бьются уже 124 года. И каждый раз, когда современная наука выводит на него еще более мощный прибор, выясняется, что древние инженеры были умнее, чем считалось вчера. Это антикитерский механизм – единственное техническое устройство античной эпохи, чью истинную сложность мы начали осознавать только в 21 веке. И вот как все начиналось. 4 апреля 1900 года команда греческих ныряльщиков под руководством капитана Димитриоса Кондоса промышляла морскими губками в Эгейском море между Крите и Пелопоннесом у маленького острова под названием Антикитера. Буря заставила их укрыться у скалистого берега. Один из водолазов, спустившись на глубину 60 метров и вынырнул в панике, он видел кладбище из женщин и лошадей. Капитан сам облачился в скафандр, спустился ко дну и вынырнул с бронзовой рукой статуи. Так был обнаружен римский корабль, затонувший во время шторма примерно в середине 1 века до нашей эры, с грузом греческих произведений искусства, которые, по-видимому, везли в Рим. Подъем артефактов продолжался 10 месяцев, до сентября 1901 года. Со дна моря достали десятки бронзовых и мраморных статуй, амфоры, мебель, ювелирные украшения и знаменитого Эфеба с Антикитеры, одной из самых значимых скульптур, дошедших до нас от эллинистической эпохи. А среди сокровищ лежал невзрачный кусок ржавой бронзы, покрытый известью и кораллами. На него не обратили особого внимания. Его положили в запасник Национального археологического музея в Афинах. И только через 2 года один из сотрудников заметил, что в трещинах этого комка проступают зубцы шестеренок. Размеры предмета довольно скромные, примерно 34 на 18 на 10 сантиметров, как коробка из-под обуви. Внутри зубчатые колеса из бронзы. 30 штук в сохранившихся фрагментах, по реконструкциям до 37. И это не просто шестерни, это сложная система зубчатых передач с общей осью вращения, с дифференциальной передачей, с зодиакальным и календарным кольцами на лицевой панели и со спиральными шкалами циклов Луны и затмений на задней. Вращая боковую рукоятку, владелец этой шкатулки мог с точностью до часа предсказать положение Солнца и Луны, фазы лунного цикла, солнечные и лунные затмения на десятилетия вперед, а также движение 5 планет, известных античности – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Механизм отслеживал даже даты Олимпийских игр. Официальная наука долгое время относилась к находке с осторожностью. Первые серьезные исследования проводились еще в 1900-х и 1920-х годах греческими морскими офицерами Ридиадисом и Теофанидисом. В 1959 году британский историк науки Дерек де Соло Прайс сделал первые рентгеновские снимки и предложил начальную схему устройства, назвав механизм компьютером из Древней Греции. Но для такого заявления в академической среде не было ни теоретической базы, ни терминологии. Большинство историков предпочитали объяснение более удобное. Это была изощренная игрушка, астролябия, единичный эксперимент выдающегося мастера. Ничего системного, ничего повторяемого. Одно лишь не сходилось. В 2005 году стартовал международный проект исследования антикитерского механизма под эгидой Министерства культуры Греции, к которому присоединились профессор Майкл Эдмундс и математик Тони Фрид из Кардифского университета в Великобритании. Артефакт пропустили через компьютерный томограф,
Тот самый, что используется в больницах для послойного сканирования человеческого тела. Результат превзошел все ожидания. Под слоем коррозии обнаружились надписи, тысячи греческих букв, выгравированных на внутренних деталях, своего рода инструкция по эксплуатации. Стали видны зубцы, которых на поверхности никто никогда не видел. Стала понятна логика сцеплений. И тогда масштаб того, с чем имеют дело ученые, наконец начал осознаваться. В марте 2021 года группа профессора Фрита, уже работавшая в Университетском колледже Лондона, опубликовала в рецензируемом журнале Scientific Reports полную трехмерную реконструкцию механизма. При расшифровке надписей они обнаружили неожиданные числа – 462 и 442. Эти числа оказались периодами, связывающими синодические циклы Венеры и Сатурна с длительностью земного года, с математической точностью, достичь которой вавилонские астрономы могли только путем многолетних наблюдений, а античные инженеры только при условии, что они знали эти наблюдения и умели переводить их в зубчатые передачи. В 2024 году команда университета Глазго, применив методы, разработанные для анализа детекторов гравитационных волн Лайга, окончательно установила, что календарное кольцо механизма имело ровно 354 или 355 отверстий. Это лунный календарь, а не солнечный, как предполагалось ранее. Вот что не вписывается ни в одну удобную версию. Следующее механическое устройство, сравнимое с антикитерским по уровню сложности зубчатых передач, появится в Европе только в XIV веке, через 1400 лет. Первые астрономические часы в соборах Западной Европы. 1400 лет технологического молчания. За это время Рим пал, Византия расцвела и угасла, арабская наука создала и утратила свои вычислительные приборы. И все это время никто не мог повторить то, что лежало на дне моря у крохотного греческого острова. Как выразился профессор Фрит в интервью 2021 года, мы должны просто признать, что есть многое из того, что они могли делать и чего мы не понимаем. Этот механизм – лучшее тому доказательство. А теперь главная загвоздка. Ни одного подобного механизма больше не найдено. Ни одного. Ни обломка, ни шестерни, ни следа производства. Античные авторы – Цицерон, Овидий, Архимед – упоминают похожие устройства более чем в дюжине произведений, но в земле и на дне морей ничего. Это означает одно из двух. Либо такие механизмы были настолько редкими, что создавались единичными мастерами и погибли вместе с ними, либо, и это более неудобная версия, их было больше, но бронза была слишком ценным материалом, ее переплавляли. Антикитерский механизм сегодня хранится в Национальном археологическом музее в Афинах, в 82 фрагментах под стеклом. Каждые несколько лет появляется новая публикация, раскрывающая еще одну его функцию. Чем новее и технологичнее прибор, через который его пропускают, тем более сложным он оказывается. И каждый раз, когда кажется, что последняя загадка разгадана, всплывает следующее. Бронза антикитерского механизма лежит тихонько под стеклом Афинского музея. Единственный уцелевший свидетель целого направления античной инженерии, от которого не осталось больше ничего. Но если с механикой все понятно, шестерни, оси, передачи, то следующая утраченная технология работает на уровне, который даже современная физика начала понимать совсем недавно. Это не механика, а химия атомов, и свидетель у нее тоже один – кубок Ликурга, Британский музей, Лондон. В 1990 году двое сотрудников научной лаборатории Британского музея, Дэвид Барбер и Иоанн Фристоун, поместили крошечный скол древнеримского стекла под электронный микроскоп. То, что они увидели, было опубликовано в научном журнале Archaeometry и окончательно подтвердило подозрение, которое копилось у химиков несколько десятилетий. В толще стекла были равномерно распределены частицы сплава золота и серебра размером от 50 до 100 нанометров, 0,01 миллиметра. Первая в истории человечества нанотехнология в чаше, созданной в IV веке нашей эры. И вот как ее обнаружили. Впервые чаша упоминается в печати в 1845 году у парижского коллекционера по фамилии Дюбуа.
Вскоре после этого ее приобрел барон Лайонел Натан де Ротшильд, и на протяжении более чем 100 лет она оставалась в семейной коллекции Ротшильдов, время от времени выставляясь в европейских музеях. В 1958 году Виктор Ротшильд продал ее Британскому музею за 20 тысяч фунтов стерлингов. И только тогда, уже под сводами музейной лаборатории, началось ее настоящее научное изучение. Это небольшой стеклянный кубок высотой около 16 сантиметров и диаметром 13. На внешней стороне мастер вырезал сложнейшую сцену – царя Ликурга, правителя фракийских эдонов, в момент его гибели. Согласно мифу, Ликург напал на нимфу Амбросию, спутницу бога Диониса, и боги превратили нимфу в виноградную лозу, которая обвела царя и задушила. На кубке именно это мгновение: запутавшийся в лозе обнаженный Ликург, смеющийся Дионис, пантера и сатир. Фигуры не нарисованы и не напылены. Они вырезаны из цельной толстой стеклянной заготовки методом, который называется диатрета – клеточное стекло, когда скульптор срезает вокруг фигур весь лишний материал, оставляя рельеф, связанный с сосудом, лишь тонкими перемычками. Это одна из самых сложных и рискованных техник в истории стеклоделия. Любое неверное движение, и вся работа разлетается в осколки. Сохранилось около 50 осколков римских диатрет. Полностью сохранившийся кубок с мифологической сценой один – этот. Он датируется периодом между 290 и 325 годами нашей эры. Был создан предположительно в Риме или в Александрии Египетской, и по одной из версий сюжет связан с актуальным политическим событием своего времени – поражением императора Лициния от Константина Великого в 324 году. Но вся сложность вырезки фигур – это только первый, внешний слой загадки. Настоящая аномалия скрыта в самом стекле. Кубок Ликурга меняет цвет. Если на него падает свет снаружи, он выглядит мутно-зеленым, как старый нефрит. Если источник света помещен внутрь или за кубком, стекло становится насквозь прозрачным и кроваво-красным. Это не краска и не особое покрытие. Это свойство самого материала. Такое оптическое явление называется дихроичностью, и в античности оно встречается только здесь. Ни одного другого целого дихроичного сосуда римской эпохи в наше время не существует. Долгое время наука не могла объяснить, как стекло может менять цвет в зависимости от направления света. Первые серьезные исследования начались в 1958 году, сразу после покупки кубка музеем. Специалисты из британской компании General Electric провели химический анализ и обнаружили в стекле микроскопические примеси золота и серебра. Этого было недостаточно, чтобы что-то объяснить. Следующий прорыв случился в 1990 году, когда под электронным микроскопом Барбер и Фристоун увидели наночастицы. Окончательная точка была поставлена в 2007 году в статье того же Фристоуна в журнале Gold Bulletin под заголовком «Кубок Ликурга. Римская нанотехнология». Но чтобы добиться такого оптического эффекта, в стекло нужно добавить не просто золото и серебро, а их строго определенное количество, порядка 40 частей на миллион. Это предельно точная дозировка. Слишком мало – эффект не появится. Слишком много – стекло станет мутным. Кроме того, частицы должны быть растерты до размера от 50 до 100 нанометров, 1/1000 толщины человеческого волоса, и равномерно распределены по всей толще стекла. Без современной техники измельчения, без весов аптекарской точности, без электронного контроля температуры печи. В 2013 году физик Лю Ган Логан из Иллинойского университета, вдохновленный свойствами кубка, создал на его основе новый тип химического сенсора – матрицу наноразмерных ликурговых чаш, которая меняет цвет в зависимости от химического состава жидкости, попадающей в микроскопические поры. Современная нанофотоника фактически использует в качестве отправной точки технологию, реализованную безымянным римским стекольщиком в IV веке. Логан в одном из интервью высказался прямо:
Римляне, создавшие это стекло, знали, что делают. Это не случайное попадание примесей. Это осознанная технология, пусть и эмпирическая, то есть не подкрепленная атомной теорией, которой у римлян быть не могло, но воспроизводимая рецептура, передававшаяся от мастера к ученику. А теперь главная загвоздка. После IV века технология исчезает. Во всей средневековой Европе, во всей Византии, во всех сохранившихся стеклоденческих школах ни одного дихроичного сосуда. Ни одного. Рецепт умер вместе с последними римскими мастерами. И следующий случай намеренного использования коллоидного золота в стекле зафиксирован только в XVII веке в богемском рубиновом стекле, и то без эффекта изменения цвета. Кубок Ликурга сегодня выставлен в Британском музее в зале 41. В витрину встроена меняющаяся подсветка и снаружи, и изнутри. Посетитель видит превращение зеленого в красное, происходящее на расстоянии вытянутой руки. Физика этого превращения объяснена, технология его воспроизведения утрачена. Следующая история о мастерах, которые работали с углеродными нанотрубками за 1000 лет до того, как современная наука узнала об их существовании. Дамасская сталь. Дрезденский технический университет, Германия. В ноябре 2006 года профессор Петер Пауфлер, кристаллограф из Дрезденского технического университета, опубликовал в журнале Nature статью, после которой научному сообществу пришлось пересмотреть свои представления о средневековой металлургии. В структуре сабли XVII века, изготовленной персидским мастером по имени Асад-Ула, под электронным микроскопом высокого разрешения обнаружились многослойные углеродные нанотрубки. Те самые, которые современная наука научилась получать только в 1991 году. Нанотрубки были заполнены цементитом, карбидом железа, и образовывали внутри клинка структуру, объясняющую то, что веками называли чудом – одновременную твердость и гибкость дамасских мечей. Сама легенда дамасских клинков уходит корнями в раннее Средневековье. С 8 по 18 век на Ближнем Востоке, в Сирии, Персии, Египте ковали сабли из стали, аналогов которой в Европе не существовало. По свидетельствам современников, дамасский клинок мог рассечь шелковый платок, падающий на лезвие, не тупился после сотен ударов, изгибался почти в полукольцо, возвращаясь в исходную форму. Европейские рыцари, столкнувшиеся с такими мечами во время крестовых походов, возвращались домой с историями, которые их соотечественники считали преувеличением. Сам Дамаск, давший стали название, ее не производил. Он был лишь торговым узлом и центром ковки. Слитки металла привозили из Индии и Шри-Ланки, где их отливали в глиняных тиблях по технологии, известной как вудс. Это была углеродистая сталь, сплавленная с древесной биомассой, листвой определенных растений и микроскопическими примесями ванадия, хрома, марганца, кобальта и никеля. Состав индийских руд был уникальным. Именно эти микропримеси, как выясняется сегодня, работали катализаторами при образовании нанотрубок. Официальная версия на протяжении 2 столетий сводилась к простому. Дамасская сталь – это композитный материал с 2 фазами – твердой и мягкой, переплетенными в узор, известный как дамасский. Волнистые, темные и светлые полосы, проступающие после травления кислотой. Это объяснение работало, но не до конца. Оно описывало, почему клинок был красив и прочен, но не объясняло, как кузнецы добивались пилы на наноуровне, той самой микроскопической зазубренности лезвия, которая давала бритвенную остроту. Одно лишь не сходилось, и выяснилось это только под микроскопом. Пауфлер и его команда растворили крошечный образец в соляной кислоте и получили объекты, которые сначала приняли за лабораторную ошибку. Тонкие вытянутые структуры нанометрового сечения, внутри которых находилось что-то еще. Детальный анализ показал, это многослойные углеродные нанотрубки, заполненные нитями цементита. Нанотрубки устойчивы к действию кислоты и защищали хрупкие карбидные нити внутри. Когда клинок травили для проявления узора, мягкая сталь вокруг стравливалась, а нанотрубки с их содержимым оставались торчать из поверхности, создавая ту самую пилу, которой дамасский клинок резал шелк в воздухе. По гипотезе Пауфлера, нанотрубки формировались в процессе многоступенчатой термической обработки.
При высокой температуре и в присутствии микропримесей ванадия и хрома, которые работали катализаторами, углерод из сгорающей древесной биомассы выстраивался в трубчатые структуры вдоль плоскостей примесей. Это требовало строго определенной температуры, строго определенного сырья и строго определенной последовательности нагрева остывания ковки, передававшейся от мастера к ученику на протяжении веков. А теперь самое странное. Примерно к 1750 году технология полностью исчезает. Дамасские кузнецы перестали ковать клинки с узором. Не потому что разучились, а потому что иссяк поток того самого вудса из Индии. Вместе с сырьем умерла и рецептура. Европейские исследователи, начиная с XIX века, включая знаменитого физика и химика Майкла Фарадея, пытались воссоздать дамасскую сталь. Ни один не преуспел. Современные клинки, продаваемые под названием дамасская сталь, изготавливаются методом кузнечной сварки, складывания и проковки слоев стали разного состава. Это дает похожий узор, но это не дамасская сталь. Сабля Асада Улы сегодня хранится в историческом музее швейцарского Берна. Углеродные нанотрубки внутри ее клинка были найдены через 300 лет после того, как ее выковали, а кузнеца, знавшего, как добиться того, чтобы они там оказались, уже не спросишь. Механизм, кубок и клинок – это ремесла отдельных мастеров. Следующая утраченная технология другого масштаба. Она лежит в основе материала, из которого построены целые города – римский бетон. Гавань Портуса, Италия. В январе 2023 года группа исследователей Массачусетского технологического института под руководством профессора Адмира Масича опубликовала в научном журнале Science Advances статью, которая закрыла спор, шедший 2,5 столетия. Римский бетон действительно прочнее современного. Римский бетон действительно самовосстанавливается, то есть сам заращивает трещины. И римский бетон действительно становится прочнее, находясь в морской воде, тогда как современный Портланд-цемент в тех же условиях разрушается за 50-100 лет. Причина найдена, рецепт частично восстановлен, но повторить римскую долговечность в промышленном масштабе до сих пор не удалось. И вот почему. Римляне называли свой бетон opus caementitium. Купол Пантеона в Риме, построенный при императоре Адриане около 126 года нашей эры, до сих пор остается крупнейшим в мире неармированным бетонным куполом. Его диаметр чуть больше 43 метров. Он стоит без единой стальной арматуры почти 2000 лет. Морские гавани Цезарии Палестинской и Портуса в устье Тибра – искусственные сооружения, уложенные в соленую воду 2 тысячелетия назад, сохранились настолько хорошо, что по ним до сих пор можно пройти. Акведуки, термы, мосты, многоэтажные жилые дома Древнего Рима – все это держится на опус цементициуме. После падения Западной Римской империи в V веке рецепт постепенно исчезает. Основу римского бетона составляли 3 компонента – известь, вулканический пепел из района города Поццуоли под Неаполем, Пуццолан, и заполнитель из щебня и битой керамики. Этот рецепт был описан еще в I веке до нашей эры римским архитектором Витрувием в трактате об архитектуре. Современные инженеры знали состав 200 лет, но точно воспроизвести свойства не могли. Что-то в этом рецепте ускользало. Одно лишь не сходилось. В структуре римского бетона под микроскопом всегда были видны ярко-белые включения размером от миллиметра до сантиметра, комочки негашенной извести. Все учебники по строительной химии объясняли их одинаково. Это брак, признак небрежного замеса. 200 лет учебники писали, что римляне халтурили. 200 лет в учебниках игнорировали тот факт, что бракованные римские сооружения стоят 2000 лет, а правильный современный бетон разваливается за 50. Группа Масича из МТИ поступила иначе. В 2022-2023 годах они провели спектральный анализ и компьютерную томографию образцов бетона из археологической зоны Привернума, 100 километрах от Рима. Результат оказался неожиданным. Известковые включения не брак, а встроенная система ремонта. Когда в римской стене появляется микротрещина, по ней начинает просачиваться вода. Вода доходит до известкового включения и растворяет его, превращая в насыщенный раствор гидроксида кальция. Раствор заполняет трещину и, контактируя с углекислым газом из воздуха, кристаллизуется в карбонат кальция. Трещина зарастает, стена восстанавливается.
Чтобы этот механизм работал, известь нужно добавлять в бетон не в гашеном, а в негашеном виде и смешивать при высокой температуре. Это называется горячим смешиванием, и именно его римляне, судя по всему, практиковали повсеместно. Группа Масича воспроизвела процесс в лаборатории МТИ, создав один образец римским методом и один современным. Через 2 недели трещина в римском образце была полностью заращена. Современный образец продолжал течь. Но вот что не вписывается в простую картину. Римляне не могли знать химии в том виде, в каком знаем ее мы. У них не было понятий гидроксида кальция, карбоната кальция, кристаллизации. Витрувий в своем трактате описывает рецепт эмпирически, потому что так делали предки. Между тем, горячее смешивание требует точного контроля температуры, точных пропорций и правильного времени выдержки. Эту технологию где-то, когда-то, кто-то отработал до совершенства и передал по цепочке мастеров через республиканский Рим, через империю, до момента, когда империя рухнула и цепочка оборвалась. Купол Пантеона стоит в Риме. Бетон Портуса лежит на дне моря у итальянского побережья. МТИ опубликовал объяснение того, как это все держится. Но даже с полным объяснением в руках современная строительная индустрия не перешла на римский бетон. Оказалось, что воспроизвести лабораторный образец – это одно, а повторить индустриальную надежность, которой империя владела 2000 лет назад, совсем другое. Римский бетон исчез вместе с империей. Но бывают технологии, которые не исчезают, потому что их носитель стоит у всех на виду. И 16 веков никто не может объяснить, почему он до сих пор не ржавеет. Железная колонна в Дели, Индия. В 2003 году профессор Р. Балачандран и команда Индийского технологического института в городе Канпур опубликовали в журнале Current Science результат, к которому металлургический мир шел больше столетия. Причина удивительной стойкости к коррозии железной колонны, стоящей во внутреннем дворе мечети Куват-уль-Ислам в Дели, была окончательно установлена. Колонна, выкованная 16 веков назад, оказалась защищена пленкой особого состава – гидратом железофосфорной кислоты. Имя этому веществу – мисавит, по фамилии японского ученого Тосио Мисавы, описавшего его в 1970-х годах. Колонна в Дели покрылась мисавитом задолго до того, как человечество узнало о его существовании. Железная колонна стоит на территории архитектурного комплекса Кутб-Минар, примерно в 20 километрах к югу от Старого Дели. Ее высота 7 метров 20 сантиметров, диаметр у основания 42 сантиметра, у вершины 30, вес около 6,5 тонн. Изготовлена она, как следует из санскритской надписи на ее стволе, около 415 года нашей эры, в правление или в память Чандрагупты II, одного из самых могущественных правителей династии Гуптов. Надпись гласит: «Царь Чандра, прекрасный как полная луна, достиг высшей власти в этом мире и воздвиг колонну в честь бога Вишну». Изначально колонна стояла на востоке Индии, перед храмом Вишну, а в 1050 году ее перевез в Дели правитель по имени Ананг Пал. Одного этого факта достаточно для отдельного исследования. Монолитный железный столб весом в 6,5 тонн, транспортируемый в XI веке через всю Индию. Как, неизвестно. Официальная версия причины ее нержавения долгое время звучала так. Дели – город с относительно низкой влажностью, и поверхность железа просто не успевает намокнуть настолько, чтобы окислиться. На этом научное объяснение останавливалось, а колонна продолжала стоять и продолжала не ржаветь. Но это разумное на первый взгляд объяснение не выдержало простой проверки. Колонна вкопана в землю примерно на полметра. Ее подземная часть покрыта сантиметровым слоем ржавчины, в отдельных местах изъеденным глубокими ямками. Значит, влажности более чем достаточно, и железо колонны в принципе корродирует. А наземная часть, открытая ветру, дождю, тропическому муссону и палящему солнцу, к которой 16 веков прикасались руки паломников, эта часть покрыта защитным слоем оксидов толщиной всего от 50 до 500 микрометров и не ржавеет. Именно к этой загадке привели исследования Балачандрана и его команды.
колонна в Дели выкована из железа частотой от 99,4 до 99,8%. Это железо технической чистоты, которое современная металлургия может получить только с помощью электролитических технологий 20 века. Но главное не чистота, а примеси. В колонне около 0,1% фосфора, в 5-7 раз больше, чем в современной конструкционной стали. Серы и магния в ней практически нет. Вот в чем парадокс. В современной металлургии фосфор – враг. Он делает сталь хрупкой, и его стараются удалить из металла на стадии плавки. Но на поверхности железной колонны фосфор, не удаленный древними металлургами, превращается в катализатор того самого мисовита – пленки, которая делает металл инертным. Древние индийские кузнецы не удаляли фосфор не потому, что не умели, а потому что сохраняли его намеренно, 15 веков подряд, по всей стране, в десятках подобных сооружений меньшего размера. Источником фосфора, по гипотезе исследователей, было чайное дерево, сенно-ушковидное, из которого в Древней Индии делали древесный уголь для металлургических печей. При высокотемпературной плавке фосфор переходил в железо. Но и это только часть ответа. Вторая часть еще неудобнее для простых объяснений. Чтобы выковать 7-метровую колонну весом в 6,5 тонн, древние металлурги должны были последовательно сварить между собой несколько железных крушек весом в десятки килограммов каждая, при температуре свыше 1200 градусов Цельсия, и сделать это настолько аккуратно, чтобы швы не были слабыми местами. Никаких доменных печей в V веке в Индии не существовало. Воспроизвести такой монолит в лабораторных условиях до сих пор не получилось ни у одного современного института. Итак, что мы имеем? Шестерни антикитерского механизма, наночастицы кубка Ликурга, нанотрубки дамасской стали, самовосстанавливающийся римский бетон, коррозионно-стойкое железо делийской колонны – во всех 5 случаях древняя цивилизация владела технологией, которую современная наука может описать лишь с помощью приборов, разработанных в 20 и 21 веках. 5 разных эпох, 4 континента, одна и та же схема. Технология работала столетиями, была утрачена, и ее первопричина стала понятна только после появления современных инструментов. К 5-му случаю совпадение становится системой. Железная колонна сегодня стоит там же, где стояла 1000 лет. Санскритская надпись на ее стволе по-прежнему читаема. Защитная пленка мисовита по-прежнему нарастает. Индийское правительство обнесло колонну оградой, потому что слишком многие паломники стирали пленку прикосновениями, чтобы загадать желание. Чандрагупта II воздвиг ее в честь Бога. А современный металлург, подходя к ней ближе, видит на ее поверхности материал, который он не умеет произвести в промышленном объеме. А вот эта технология появилась там, где ее вообще не должно было быть. Мечи Ульфбергта. Коллекция Волоса, Лондон. В 2012 году американский телеканал National Geographic и научная программа Nova выпустили фильм «Секреты меча викингов». Ведущий пригласил современного американского кузнеца Рика Фурера, мастера с 30-летним опытом работы с древними технологиями, и поставил перед ним задачу – выковать настоящий меч викингов. Не реплику, а клинок, идентичный по составу и структуре, лучшим из тех, что находили в скандинавских курганах. На это у Фурера ушло несколько недель. Он работал почти на пределе возможностей своей мастерской и даже после завершения работы признавался – он не вполне понимает, как именно викинги добивались нужной температуры. Меч, который он воспроизводил, называется Ульфбергт. Всего известно около 171 меча эпохи викингов с надписью Ульфбергт на клинке от 9 до XI века. Большинство найдено в реках, болотах и курганах Скандинавии, Балтии и Северной Германии. Надпись всегда нанесена одинаково. Крест, буквы имени, еще крест. Имя франкского происхождения. Кто это был? Человек, династия кузнецов, торговая марка? До конца не установлено. Но главная странность этих мечей не в надписи, а в самом металле. В 2009 году доктор Алан Уильямс, археометаллург лондонской коллекции Уоллиса, опубликовал результаты металлографического исследования 44 мечей Ульфбергта. То, что он обнаружил, разделило всю группу надвое.
33 меча оказались подделками, сделанными по франкской технологии кузнечной сварки из нескольких кусков металла с содержанием углерода около 0,5%. Обычная европейская сталь раннего средневековья. А вот 11 мечей с чуть иначе расположенной надписью, где крест стоит не до Т, а после него, были сделаны из совершенно другого металла. Тигельной стали с содержанием углерода до 2,5% и твердостью лезвия до 470 единиц по шкале Витерса. Показатели, превосходящие большинство мечей европейского средневековья вплоть до XVIII века. Официальная историческая версия все это время гласила: европейцы научились производить тигельную сталь только к XVIII веку. В это объяснение прекрасно укладывались 33 меча из 44. Не укладывались оставшиеся 11. Одно лишь не сходилось. Чтобы произвести тигельную сталь, необходимо поддерживать температуру выше 1600 градусов Цельсия в течение нескольких часов. Европейские средневековые горны такой температуры не достигали. Максимум, на что они были способны, около 800 градусов. Железо в них не плавилось, а лишь размягчалось, и кузнец выбивал из него шлак молотом. Температура в 1600 градусов в Европе раннего средневековья технически не существовала, а металл, который ее требовал, существовал и лежал в скандинавских курганах. Ответ сложился из двух слоев. Во-первых, тигельная сталь такого качества в указанную эпоху производилась в 2 регионах мира. В Средней Азии, в районе города Мерв на территории современного Туркменистана, и в Индии. Печи персидских и индийских мастеров достигали необходимой температуры за счет особой конструкции с продуманной системой воздуходувных мехов. Европа освоит эту технологию лишь в XVIII веке усилиями англичанина Бенджамина Хансмана. Во-вторых, историк Фредрик Шарпантье-Люнквист из Стокгольмского университета указывает на ключевую деталь. Датировки мечей Ульфберхта почти точно совпадают с периодом активной работы Волжского торгового пути, речной магистрали, связывавшей Балтийское море с Каспийским через систему Волги и ее притоков. По этому пути скандинавские купцы добирались до севера современного Ирана, обменивая меха, воск, янтарь и мед на серебро и предметы восточного производства. Среди этих предметов могли быть и слитки тигельной стали. Волжский торговый путь работал примерно с середины IX по начало XI века. Производство настоящих тигельных мечей Ульфберхта датируется именно этим промежутком. К концу XI века путь закрывается из-за политической нестабильности в Прикаспии. И, как по заказу, производство настоящих мечей прекращается. Остаются только подделки, обычная европейская сталь, с той же намеренно воспроизведенной надписью. Как если бы фирма лишилась поставщика сырья, но продолжила выпускать продукт под тем же именем, надеясь, что никто не заметит. А теперь главная деталь. Вопрос не только в том, откуда викинги брали сталь. Вопрос в том, кто из этих викингов умел с ней работать. Слиток тигельной стали сам по себе – просто кусок чрезвычайно твердого и хрупкого металла. Превратить его в клинок длиной в 70 см, выдерживающий боевые удары, требует точной ковки при правильной температуре с многократным охлаждением и надревом. Знание, которое в XI веке исчезает вместе с торговым путем и не возвращается в Европу еще 700 лет. Мечи Ульфберхта сегодня хранятся в европейских музеях. В Национальном музее Копенгагена, в коллекции Уоллеса в Лондоне, в Бергенском музее в Норвегии. На них по-прежнему видна надпись с крестом. Состав стали известен с точностью до сотых долей процента. Путь, по которому эта сталь пришла в Скандинавию, остается реконструкцией. Кто именно ковал эти клинки в каком-то североевропейском городе, куда уходил слиток, привезенный с берегов Каспия, неизвестно. 6 технологий из античности и средневековья. Последняя история уводит нас в эпоху, когда по всем учебникам у человека еще не было ни письменности, ни колеса, ни бронзы. А как же он тогда делал то, что сегодня не воспроизводит ни один завод в мире? Диоритовые вазы. Саккара, Египет.
В 2019 году российский скульптор Ольга Вдовина совместно с научно-просветительским порталом anthropogenes.ru запустила проект, который должен был поставить точку в многолетнем споре. Задача – изготовить всего одну, каменную вазу по технологиям, доступным египтянам 4-5 тысячелетней давности. Никаких современных резцов и электрических инструментов. Медная трубка, кварцевый песок в качестве абразива, сверло с ручным приводом и блок диорита – одной из самых твердых горных пород, с которой вообще работал человек. Эксперимент продолжался месяцами. Вдовина действительно научилась просверливать в диорите отверстия и вытачивать полость, но только одну, простую, без сложных внутренних форм. А в гробнице одного только фараона Джосера в Саккаре обнаружено около 40 тысяч подобных каменных сосудов. И среди них изделия такой сложности, которые сегодня не воспроизведены ни одним экспериментом в мире. В 1881 году британский египтолог Флиндерс Питри начал систематические раскопки у подножия ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре, древнейшей сохранившейся каменной пирамиды на планете, построенной около 2650 года до нашей эры. Под сооружением оказалась сеть подземных галерей, в которых Питри и сменившие его археологи обнаружили один из самых ошеломляющих кладов в истории египтологии. Десятки тысяч каменных сосудов, сложены вдоль коридоров, как будто на хранение. Часть из них – современники Джосера, часть значительно древние, сделанные в додинастический период, до 3000 года до нашей эры. Некоторые относятся к неолиту, 5-6 тысячной давности. Материалы, из которых они сделаны – диорит, гранит, гнейс, базальт, обсидиан, алебастр, порфир, кальцит, серпентин. Твердость большинства по шкале Mohs от 7 до 9 единиц, сопоставима с кварцем, корундом и сталью. Некоторые сорта настолько хрупки, что при неверном ударе раскалываются вдоль естественных трещин. Додинастические египетские мастера делали из этого хрупкого материала вазы с выпуклым корпусом, с узким горлышком и расширяющейся внутренней полостью, то есть сосуды, в которых внутренняя камера шире входного отверстия. Толщина стенок некоторых из них от 1,5 до 2 мм. Точно такую толщину имеет обычная бумажная страница, сложенная вдвое. Официальная версия академической египтологии такова. Мастера применяли абразивную обработку, медные трубчатые сверла, вращавшиеся вручную или с помощью лука, и засыпанный в отверстие кварцевый песок, который и выполнял основную работу резания. В 1984 году американский инженер Деннис Стокс в сотрудничестве с Институтом древности Каира подтвердил, таким способом действительно можно просверлить отверстие в граните. Скорость около 1 мм заглубления в минуту при постоянной работе 2 человек. На первый взгляд это объяснение закрывает вопрос, но одна деталь в нем не укладывается. Рассмотрим сосуд с узким горлышком диаметром в 2 см и шарообразной внутренней полостью диаметром в 15 см. Таких сосудов в коллекции Джосера сотни. Чтобы сделать такую полость, мастер должен был ввести инструмент внутрь камня через узкое отверстие и там, не видя, что делает, расширить полость до идеальной симметричной формы, одновременно выдерживая толщину стенок порядка 2 мм по всей окружности. Никаких изгибаемых сверел у древних египтян не было, никакой оптики, позволяющей видеть внутрь, тоже. Повторить такую операцию абразивным методом не удалось до сих пор ни одному экспериментатору. Многие из этих сосудов сбалансированы настолько точно, что, будучи поставлены на гладкую стеклянную поверхность, принимают идеально вертикальное положение. Площадь опоры у полых гранитных шаров диаметром 20 см меньше квадратного сантиметра. Это означает, стенки сосуда имеют одинаковую толщину по всей поверхности с точностью до долей миллиметра. Иначе центр тяжести был бы смещен, и ваза наклонялась бы в сторону. В последние годы ряд независимых исследователей занялся высокоточным трехмерным сканированием таких сосудов. Проект под руководством британского исследователя Бена Ван Кирквейка, публикующего результаты на канале Uncharted X, совместно с инженером Марком Квистом
получил в распоряжение гранитный додинастический сосуд возрастом более 5000 лет и провел детальное сканирование на лабораторном оборудовании. Отклонение геометрической оси от идеальной математической формы измеряются в долях миллиметра. Толщина стенок одинакова по всей окружности с допусками, которые в современной промышленности соответствуют машинной обработке. Научное сообщество относится к этим данным с осторожностью. Академические египтологи указывают, что такая точность в принципе достижима при очень долгом и терпеливом ручном труде. Сторонники альтернативных гипотез ссылаются на те же данные, как на доказательства применения станковой обработки. Но одна деталь остается неудобной для обеих сторон. Эта технология у египтян когда-то была, и потом она исчезла. После конца Древнего Царства, примерно с 22 века до нашей эры, каменные сосуды такой сложности в Египте больше не производятся. Мастера переходят на мягкие материалы – алебастр, известняк, терракоту. 40 тысяч изделий только в одной гробнице, больше, чем все антикитерские механизмы, все кубки Ликурга, все дамасские клинки и все мечи Ульфбергта вместе взятые. 40 тысяч подтверждений существования технологии, которую никто не оспаривает, потому что предметы стоят под стеклом и их можно потрогать, и которую никто до сих пор не научился воспроизводить. Вазы Джойсера сегодня лежат в музейных витринах. Тысячи экспонируются, десятки тысяч остаются в запасниках. Ольга Вдовина в 2021 году показала результат своей работы. Одну небольшую вазу из диорита без внутренней полости сложной формы. Доказательство того, что обработать диорит в принципе возможно. Но не ответ на вопрос, как древние египтяне делали 40 тысяч таких изделий с точностью, которая сегодня требует станка. 7 технологий. 4 тысячелетия, 4 континента, бронзовые шестерни греческого механизма, собранного с точностью, которую Европа достигнет только в XIV веке. Наночастицы золота в римском стекле, увиденные только под электронным микроскопом. Углеродные нанотрубки в дамасской стали, открытые наукой лишь в 1991 году. Самовосстанавливающийся римский бетон, расшифрованный МТИ в 2023. Коррозионно-стойкое железо Делийской колонны, объясненное только в 2003. Тигельная сталь викингских мечей, пришедшая в Скандинавию по торговому пути через половину Евразии. Каменные вазы Саккары, геометрия которых проверена трехмерным сканированием в наши дни. Закономерность одна. Чем современнее прибор, через который пропускают древний артефакт, тем сложнее оказывается технология, его породившая. 3 возможных объяснения. Череда случайных пиков инженерной гениальности, независимо возникавших в разных концах света и бесследно угасавших. Систематическая недооценка мастерства древних, которая держится до тех пор, пока очередной микроскоп не заглянет еще глубже. Или существование знаний, передававшихся по цепочкам мастеров и разрывавшихся вместе с падением цивилизаций, торговых путей и школ. Ни одно из 3 объяснений не доказано. Древние знали больше, чем мы считали, и больше, чем они оставили нам возможности узнать. Но я знаю точно, если внимательно смотреть, больше увидишь. Давай смотреть вместе. Лайк, подписка, колокольчик и помни, удивительное рядом. Пока.